Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал Дом и сад. Меня зовут Александра. В этом видео я хочу показать мою запоздалую работу. Это будет посадка поздней капусты. Также поговорим про сроки высадки и уход за поздней капустой. Я думаю, вы знаете, когда же сеять позднюю капусту на рассаду. Но немножечко напомню. Оптимальные сроки посева в моей зоне зимостойкости, а я живу в центральной Украине, это зона 5Б, в третьей декаде апреля, после 20 числа. Это легко объяснить. Поздняя капуста имеет довольно длинный срок вегетации, и она может расти в рассаде уже в открытом грунте. Именно в это время уже практически оптимальная погода для посева и роста капусты. Я сею семена поздней капусты непосредственно в почву, в огороде. Поливаю несколько дней подряд довольно обильно, укрываю полиэтиленовой пленкой, чтобы семена быстрее взошли. Буквально на 4-5 день появляются первые всходы. После этого пленку можно снять и укрыть сеянцы спанбондом, чтобы они не обветривались и чтобы реже поливать. Но если укрыть нечем, капуста не особо привередливая, будет расти и без укрытия. Когда же высаживать капусту? Обычно я прорываю капусту, если она слишком густо посеяна, как только появится первый настоящий листик. Но если посев редкий и в ряду растения находятся на расстоянии 4-5 см одно от другого, то прорывать не нужно. Далее можно распикировать в отдельные стаканчики или оставить как есть. Пусть рассада подрастает и крепнет. На постоянное место рассаду капусты обычно высаживают, когда у нее появляется 5-6 листик. Это происходит примерно через 45-50 дней после появления всходов. Но в этом году из-за большого количества работы я немного опоздала. Посеяла семена поздней капусты в первой декаде мая. И вот уже на календаре 17 июня, и я наконец-то могу пересаживать рассаду на постоянное место. Моей рассаде поздней капусты 40 дней. 5-6 листиков есть не у каждого экземпляра рассады, поэтому будем садить как есть. Зато у этой рассады много плюсов. Она закалена, потому что май у нас был очень холодным и даже с градом. Корневая система развита неплохо, места в открытой почве было предостаточно. Осталось лишь пересадить на постоянное место и обеспечить достойный уход. Теперь поговорим о рекомендациях по выращиванию капусты. На постоянное место капусту, которая не пикировалась, как у меня, высаживают в 45-50-дневном возрасте. А вот капусту, которая пикировалась, обычно высаживают несколько позже, в 50-60-дневном возрасте. Пикировка, как вы знаете, задерживает рост рассады, но зато способствует наращиванию корневой системы. В южных областях Украины, чтобы избежать раннего созревания, позднюю капусту высаживают на постоянное место во второй половине июня, то есть примерно как сейчас, а в Крыму в первой половине июля. В общем, чем южнее вы живете, тем позже нужно сеять и высаживать позднюю капусту. Схема посадки поздней капусты 60/60 или 70/50. Первая цифра – это расстояние между растениями, вторая – расстояние между рядами. Такая схема позволяет дольше иметь возможность рыхлить почву, чтобы корни растения получали больше кислорода и питательных веществ. Точку роста не нужно присыпать почвой. Я высаживаю рассаду под первый листик на 1-2 см глубже, чем она росла в рассаднике. Корни тоже не должны изгибаться. Лучше всего рассаду капусты высаживать во второй половине дня, или после дождя, или во влажную почву после обильного полива. Обычно за ночь у растения восстанавливается тургор, оно меньше вянет и быстрее приживается. Уже через 5-6 дней вы увидите, насколько хорошо прижилась рассада капусты, и в местах выпадов нужно будет досадить новое растение. Как известно, капуста принадлежит к семейству крестоцветных. Это самые лакомые растения для большинства вредителей, для тли, бложки, белокрылки, капустной моли, для личинок майского жука и прочих недоброжелательных гостей в огороде.
Также на капусте паразитируют и микроскопические грибы. Из-за них мы наблюдаем иногда, как листья капусты начинают превращаться в слизь, покрываться мокрыми пятнами и загнивать. Обычно это происходит при длительной влажной погоде и переувлажнении грунта. Как же предупредить нападение насекомых, если они угрожают вашей рассаде капусты? Мой действенный метод, например, это перед посадкой обмакнуть каждый капустный корешок в глиняную болтушку с добавлением водного раствора инсектицида, причем системного, например, это может быть Актара или Вертимек. Консистенция глиняной болтушки должна быть как у густой сметаны. После такой обработки в болтушке можно высаживать растения на постоянное место. Это действенный метод для рассады с открытой корневой системой. Также можно просто замочить рассаду в водном растворе одного из этих инсектицидов на 1,5-2 часа перед высадкой на постоянное место. Например, если использовать инсектицид Актара, то для замачивания рассады обычно готовят 0,25% раствор из расчета 1,4 грамма инсектицида на 1 литр воды. Этого раствора вполне достаточно на 200-250 растений. Из водного раствора такой же концентрации я готовлю и глиняную болтушку для обмакивания корней капустной рассады перед высадкой. Если же вы выращивали рассаду в кассетах и каждое растение имеет земляной ком, то сразу после посадки следует опрыскать растения по листу водным раствором системного инсектицида. Вот схема для опрыскивания Актарой. Одна упаковка 1,4 грамма на 5 литров воды. А схема для опрыскивания инсектицидом Вертимек выглядит так: 10 мл инсектицида, то есть одна упаковка, тоже на 5 литров воды. Примерно через 6-9 дней нужно прорыхлить почву между рядами. За весь период вегетации почву вокруг поздней капусты рыхлят не менее 3-4 раз. А теперь поговорим о подкормках и поливе. Капуста, как вы знаете, любит азотные подкормки, потому что качанчик – это в основном листья, которые собраны в головку капустную, и в основном эти листья формируются за счет азотных подкормок. Уже через 10-14 дней после посадки можно подкормить молодые растения аммиачной селитрой или настоем компоста, перегноя. Первую подкормку лучше делать по листу 1% раствором удобрения. На 10 литров воды 10 грамм аммиачной селитры или карбамида. Под корень 100 грамм перегноя на 10 литров воды. Вторая подкормка через 2 недели может быть более концентрированной. 2% раствор удобрения, то есть 20 грамм аммиачной селитры или карбамида на 10 литров воды. Или же корневая подкормка органика из расчета 200 грамм перегноя на 10 литров воды. И еще несколько слов о борьбе с насекомыми и грибковыми заболеваниями капусты. Чтобы не дать им ни малейшего шанса съесть вашу капусточку, не забывайте периодически обрабатывать ее от тли. Например, это можно сделать водным раствором древесной золы 200 грамм на 10 литров воды. Также можно использовать и простой способ дождевания капусты, чтобы смыть тлю и белокрылку. От бложки поможет табачная пыль или же ее смесь с древесной золой в пропорции 1 к 2. Лучше все эти процедуры делать утром. А чтобы не заморачиваться с регулярными опрыскиваниями капусты от вредителей, можно сделать еще проще. Герметично укрыть посадки тонким слоем белого спанбонда, и пусть он охраняет вашу капусту до похолодания, пока насекомые начнут прятаться от холодов, а капуста уже станет взрослой и более выносливой ко всякого рода вредителям. Ну а на этом пока все. Спасибо, что посмотрели и подписались на мой канал. Особая благодарность за лайк. Скоро увидимся!